Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как можно сохранять свою приватность в интернете, пряча свою интернет-активность от вашего провайдера и, соответственно, от всех, кому интернет-провайдер вольно или невольно может предоставить данные по вам. Он может предоставить эти данные органам самым различным. Эти данные могут быть украдены хакерами или какими-то сотрудниками. Итак, для того, чтобы спрятать свой интернет-трафик, мы будем использовать программу Noisy. Это очень простая программа, написанная на языке Python, которая будет генерировать имитацию посещения различных сайтов. Она будет заходить на сайт и переходить по ссылкам на этих сайтах. И, в общем, таким образом генерируются мегатонны трафика, среди которых найти реально куда вы ходили будет довольно-таки сложно. А если все правильно сделать, то в принципе будет невозможно найти, куда вы ходили. Итак, для того, чтобы использовать эту программу в системе, какая бы она у вас ни была, Windows, macOS, Linux, Android и так далее, у вас должен быть установлен в системе интерпретатор языка Python. Ну или по-простому язык Python второй версии или третьей какой-то либо вот из этих версий. Сейчас уже более современные тут версии есть. Но тем не менее, вот одна из этих версий у вас должна быть установлена. А далее все очень просто. Клонируем. Так, копируем. Скопировано. Теперь сюда. Вставляем и получаем целиком репозитарий копируется нам на жесткий диск. Смотрите, вот все скопировалось. Вот программка сама и вот конфигурационный файл. Все остальное можно не читать. И readme файл, это, собственно говоря, вот вы его видите здесь. Вот он. Это вот инструкции по запуску на английском языке. Далее. Что нужно сделать, чтобы запустить эту программу? Ну, во-первых, нужно сделать этот файл исполняемым. То есть сначала мы переходим в папочку, куда мы ее загрузили. Вот эта папочка. Теперь мы делаем change mode команда. Делаем вот так. Плюс x. То есть делаем исполнение. И сам файлик. NoisyPy. Готово. Теперь у нас файл исполняемый, и мы можем его запустить. Но перед тем, как запустить, нужно посмотреть вот сюда. Смотрите, здесь вот в этом файле у нас есть список сайтов, на которые программочка будет переходить. И здесь этих сайтов совсем мало. Что можно сделать? Первое, это просто текстовый файл на самом деле. Мы его можем открыть вот таким вот способом. Открыть с помощью текстового редактора. Вот смотрите. В этом файлике всего несколько сайтов, и спрятать за ними будет очень сложно. Поэтому нужно сюда добавить как можно больше сайтов. Причем, если вы, допустим, никогда не ходите если вы постоянно сидите на хакерских сайтах, а в этом списке не будет хакерских сайтов, то вас, в принципе, можно будет выловить. Соответственно, если вы заходите на хакерские сайты, сюда можно вписать 1000 хакерских сайтов и понять, на какой именно вы заходили, а не вот эта программа, будет очень сложно. Или просто записать сюда, к примеру, 1 000 000 сайтов самых посещаемых. Это будут сайты на разных языках. Сделать это очень просто. Это все уже сделано до нас. Сейчас мы сделаем вот так. Мы поменяем название вот этого оригинального файла. Мы напишем здесь .org, что значит оригинальный файл. И сюда же мы скачаем тоже с GitHub файлик 26 мегабайт. В этом файле ровно 1 000 000 сайтов. Делается это просто. Кликаем, сохранить ссылку как. И
файл прямо вот с этим именем. Сохраняем. Div, noisy. И вот сюда мы сохраняем. Так, файл у нас сохранился. Что мы делаем теперь? Теперь мы идем в терминал и пишем Python. Затем noisy. Noisy.py. Затем C конфигурационный файл config.json. И в принципе все. Но у меня сейчас она не запустится, смотрите. Потому что у меня стоит только Python 3. Соответственно, мне нужно что сделать? Мне нужно сюда троечку добавить. И таким вот образом я запускаю... Так, опять что-то не то. Опять что-то не так пошло. Идем опять сюда. Все верно. Так, ну, напишем, как она требует по инструкции. Config. Все верно. Config.json. Config.json. Итак, мы запустили нашу программку. Вот она берет совершенно выборочным образом сайты различные, переходит на сайт и переходит по ссылкам на сайте. И таким образом генерируется трафик. То есть я обычно запускаю эту программу немножко другим способом. И запускаю ее тогда, когда начинаю работать за компьютером. Включаю компьютер, запускаю программу. В принципе, можно сделать запуск программы в автоматическом режиме. При запуске компьютера запускается программа. И иногда случаются ошибки, я уж не знаю по какой причине, и программа выбивает. Тогда она останавливается, и, в общем-то, уследить за этим довольно-таки сложно. Поэтому можно запускать ее несколько иначе. Да, останавливается программа с помощью одновременного нажатия на Ctrl-S. Ctrl-S мы остановили выполнение программы. Теперь мы сделаем следующим образом. Мы напишем while. Затем мы скопируем вот эту строчку сюда. Так. Do. Sleep 4. Done. Done. И попробуем запустить ее таким вот образом. Теперь будет все то же самое. То есть программа будет точно так же работать, но если она остановится, то автоматически она перезапустится. Очень удобно и очень просто. И вот так она будет ходить по сайтам, заходить на миллион сайтов, а ваш трафик будет спрятан где-то между посещением миллиона сайтов. Причем можно запускать ее несколько раз одновременно. Открываете еще один терминал, запускаете еще. В настройках этого файла вы видите вот тут максимум sleep 6 секунд, минимум sleep 3 секунды. Можете сократить это время до 1 секунды. Максимум sleep тоже можете сократить там до 2 секунд. И тогда он будет очень быстрее намного перебирать, не как сейчас. Но я оставил эти величины по умолчанию, и меня это устраивает. И вот таким образом эта программочка работает постоянно. Помните, друзья, приватность это не привилегия, приватность это право. Заботиться о своей приватности должны вы сами. Никто о вашей приватности не позаботится. Наоборот, власти, хакеры, всякие недоброжелатели сделают все, чтобы нарушить вашу приватность. А о своей приватности вы должны позаботиться сами. Заходите на мой канал, заходите на мой сайт. Да, кстати, все
команды, которые я здесь набирал, вы можете посмотреть на моем сайте, где все это будет описано. Сайт называется «Шифра Свобода». И в этой статейке вы можете прочитать. Плюс здесь будет очень много, некоторое количество дополнительной информации по использованию этой программки. Заходите, обучайтесь и заботьтесь о своей безопасности, потому что вместо вас, как я сказал, никто о ней не позаботится. Всем добра, всем пока-пока.